Добрый день, друзья! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Но хочу поблагодарить всех спонсоров моего канала, которые оказывают мне поддержку. Большое вам спасибо. Первый вопрос от Иренки Книц. Хочу его зачитать весь. Передаю вам привет из Нидерландов. Мною еще очень давно замечено различие по уходу орхидей с удобрениями. Архаманы, проживающие в России, все как один советуют удобрять орхидеи только в период времени без цветения, то есть не удобрять орхидеи, когда цветет. А у нас в Нидерландах, Голландия, совсем по-другому. Полив с удобрением не зависит от цветения или нет цветения. На каждом удобрении для орхидей написано, что использовать с марта по октябрь включительно и не удобрять с ноября по февраль включительно. Такая же информация по уходу за орхидеей прилагается на ярлычке при покупке самой орхидеи. Я, конечно же, делаю так, как написано при покупке самой орхидеи. Любая программа, посвященная выращиванию и размножению орхидей в Нидерландах, в теплицах, учит тому же. Мне просто очень интересно, почему такие разные инструкции по применению удобрений. Иренка. Ну, конечно, Ирена, наверное, все-таки. Да, Ирена. Конечно, Голландия – один из законодателей выращивания орхидей. И прислушиваться к мнению специалистов нужно обязательно. Но у нас, к сожалению, почти не завозят голландские удобрения. А если и завозят, чаще всего польские. И если их завозят, они очень дорогие. Для нас это очень дорого. Даже простые буйские удобрения, которые у нас выпускают, казалось бы, бюджетные. Вот такой флакончик именно для орхидей стоит 50 рублей. И на флакончике написано 20 литров. Это 2 ведра. А такое же буйское удобрение, не разбавленное, не жидкое, а сухое, которым я пользуюсь. Того немного уже осталось. Я все время сейчас пользуюсь этим удобрением. Полкилограмма стоит меньше 100 рублей. И на самом удобрении написано, что это 33 ведра, то есть 330 литров. Расчет идет на 10-литровое ведро. Получается в разы дешевле. Поэтому мы часто пользуемся удобрениями не для орхидей, а универсальными удобрениями. Но это первое, то, что касается удобрений. И почему не рекомендуем удобрять цветущую орхидею? Ну, во-первых, когда мы ее купили, ее действительно привезли или из Голландии, или азиатская у нас орхидея, или польская орхидея. Мы никогда не знаем, какие удобрения, в отличие от вас, какие удобрения использовал производитель. У нас их нет. И если мы начнем удобрять цветущую, только что купленную орхидею, она 100% сбросит цветочки, потому что у нас свои удобрения. Вот только что купленная орхидея, когда она отцветает, она сразу пускается в рост. И вот здесь ее нужно подкормить, удобрить. И желательно удобрением с азотом. Почему мы все это и советуем. А когда она начинает зацветать, а зацветают они чаще всего как раз зимой, с ноября по февраль включительно. Ну, цветут они по-разному. Действительно по-разному. Может и летом зацвести, но это как бы больше исключение из правил, чем правило. Поэтому вот именно с ноября по февраль, а даже бывает и март, орхидеи цветут. И точно так же, как у вас, мы в это время не советуем поливать орхидеи с удобрениями. И ваши удобрения, и наши советы привязаны к времени года. Даже если мы не берем конкретно орхидеи, а другие цветы, которые посажены в землю, в грунт. Например, у меня так посажены хвои.
больше понятно, что когда меньше солнца, меньше даже не солнца, а меньше световой день, они замирают. Они в это время активно не растут, они не цветут. А когда начинается весна, увеличивается световой день, начинается буйный рост, но как в природе, так и дома со всеми растениями, они зацветают, и вот в это время, конечно, нужна подкормка. Но мы говорим с вами чаще о фаленопсисах. У фаленопсисов нет яркого выраженного периода покоя. А вот котлеи, дендробиумы, пафиопедилумы, дендрофаленопсисы, у них действительно есть период покоя. И как раз этот период покоя чаще всего приходится на зимние месяцы. А в зимние месяцы, когда у орхидеи период покоя, их и не следует удобрять. А когда закончился у таких орхидей период покоя, мы обязательно используем удобрения. Но пытливый русский ум пробует, экспериментирует использовать другие удобрения, которые у нас есть в продаже и которые более бюджетные. И это с успехом все получается. Еленочка. Мне очень нравятся мини-орхидеи. Купила себе мини-орхидеи, вытащила из мокрого торфстакана. Какие-то корни были. Вымочила в фитоспорине, посадила в мелкую кору с добавлением сфагнума. Она доцвела, потом начала сушить листья, стали пропадать корни. За эти 1,5 года я ее сажала в чистый мох, в мелкую орхиату. Она то отсушивала старые листья, то наращивала новые листья. В общем, в конечном итоге за эти 1,5 года у нее осталось всего 2 корня, шея чистая, корни не растут. Чернели от начала, пропадали потом все. Сейчас стоит над водой, тургор листиков хороший, как ей помочь? Ну, во-первых, нужно, конечно, корни обработать Максимом и намазать шею Максимом. Я поставила здесь свои мини-орхидеи. Вот еще одна. Мы их недавно с вами пересадили. Ссылочку на видео о пересадке этих орхидей я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Я рассказывала, что летом мне попались замечательные мини-орхидеи с чистыми шеями, никакой черноты, поэтому я их сразу пересадила, но каждую обработала Максимом. Кое-где намазала основание Максимом, но корни обрабатывала все, для того, чтобы сделать вот эту пленочку на корнях, и патогенная микрофлора не проникала в корни. А для того, чтобы они побыстрее начали наращивать новые корешки, я некоторые из них, ну, например, вот эту, здесь, давайте вот с этой стороны, немножко видно, что действительно там присутствует Максим неразбавленный. И вот видно, как начали расти корни от шеи. Здесь даже вот еще пробивается малюсенький-малюсенький корешочек. Мини-орхидеи, они не капризные, но они очень реагируют на неправильный полив. Если вы не просушили корни, а посадили в мелкую кору, да еще и с мхом, с сфагнумом, я не говорю, что это плохо или неплохо, но нужно обязательно хорошо высушивать грунт. И мох, кстати, тоже. Потому что даже когда, помните, малыши у нас были в мху, мох нужно хорошо высушивать, иначе мох очень влагоемкий, очень долго в себе держит эту влагу, эту воду, и тогда загнивают корни. Вот у вас, видимо, за 1,5 года вы так и не приспособились их поливать. Поэтому вы, я не знаю, сколько вы сделали пересадок, но орхидея не успевает приспособиться, не успевает начать нарастить новые корни, а вы ее опять пересаживаете, а, видимо, поливаете все-таки обильно, и корни загнивают. Есть еще один вопрос.
Сейчас сразу зачитаю. Citizen Art. Ну, это на эту же тему, поэтому сейчас сразу здесь и объясню. Микроорхидеи, которые продаются в торфяных стаканах, лучше сразу пересадить в перлит или можно поставить на водичку на донышко, чтобы они раскукливали корни. Нет, мини-орхидеи я никогда не ставлю в водичку, потому что маленькие, тонкие корни очень быстро сгнивают. Без обработки Максимом они очень сильно подвержены вот этому загниванию. Пересаживаю в перлит только те орхидеи, у которых черные шеи, чтобы наблюдать. Это в основном зимние орхидеи. Тоже перлит надо очень хорошо просушивать, тогда они быстро наращивают корни. А вот эти орхидеи я сразу посадила в керамзит. Шеи были чистые, я их не трогаю, поливаю только когда очень хорошо все просушено. Зелень присутствует вообще в горшках. Вот смотрите, и здесь уже стали видны корни. Хорошо они растят корни, когда у них шеи чистые. Но это редкость. Я не знаю, где вы живете, но у нас редкость, чтобы привезли орхидеи, мини-орхидеи, не с загнивающими шеями. А когда шеи черные, обработка обязательна. Да и так тоже можно обработать, быстрее начнут корни расти. Все, вот каждая из этих орхидей, даже стебель от шеи выпустила корешок и начала растить листик. А как любят у нас все говорить, парфюмерные фабрики очень капризны. Вот кобальт, который покупала зимой, пересадила. Он дал цветоносик, правда, всего 2 цветочка. Но за это время много хороших корешков в горшке. Так что просто наладьте полив, следите за поливом. Корни у этих орхидей должны очень хорошо просыхать. Тогда они прекрасно растут, цветут и будут вас всегда радовать. А над водичкой я бы не стала оставлять. Такие маленькие орхидейки я никогда так не делаю. И Citizen Art задает еще один вопрос. Хотела спросить, если в водичке орхидеи так прекрасно растут корни, то зачем им керамзит или другой грунт? Почему их не содержат в вазах с водой? Или так тоже можно? Можно. У меня какое-то время, наверное, года 1,5-2, все абсолютно орхидеи, но тогда их было значительно меньше, 50-70 штук, не помню, сколько у меня их было. Они у меня росли все в воде. Вот специально вот в таких кашпо росли все в воде. Но сложно за ними ухаживать. Надо поливать, убирать воду, промывать эти стаканы, потому что через какой-то период времени все равно вода в них становится с гнильцой. Были корни вообще идеальные. Вообще, вот все замечательно, только надо их опрыскивать, от них очень сложно уехать, потому что за ними очень много нужно ухода. Если у вас есть такое количество времени, пожалуйста, попробуйте, но попробуйте 1-2. Вот как вы будете за ними все время ухаживать? То есть это все время нужно быть рядом с ними. Потому что если вдруг здесь подсох корешок, там их нужно напоить, там их нужно удобрять. Удобрять надо потом в эту воду выливать, стаканы промывать. В общем, это такое количество времени занимает, что, посадив их в грунт, это в любой грунт, в котором вам удобно их выращивать, значительно проще, легче за ними ухаживать. То есть уходим вот от такого ухода. Знаю, что есть каналы, нет, сейчас не вспомню где, но есть такой канал за границей, там растут все орхидеи в воде, но у них там влажность высокая. Поэтому все еще зависит от того, где вы находитесь, где вы живете. Кому-то это будет удобно, вот в нашем сухом климате мне это очень неудобно. Но я все время тогда буду
только за орхидеями ухаживать, домашними делами будет заниматься некогда. Но орхидеи живут в воде, и это возможно. Зульфия Хамитова. Маленький вопрос, маленький ответ. А как детку удобрять? Точно так же, как взрослое растение. С учетом того, что детки, пока она не дорастет до хорошего размера взрослого растения, ее удобрять для цветения не нужно. Ее нужно удобрять с равным количеством азота, фосфора и калия, чтобы она стала взрослой. Тогда можно дать ей возможность зацвести. Да она и сама зацветет, если вы будете ее удобрять. Так что никаких разницы между взрослым растением и деткой в удобрении нет. Аида Нестерова приобрела орхидею с 3 цветоносами и 1 цветонос из точки роста. Все благополучно отцвели. Ждала детку, дождалась. Через 1,5-2 месяца детка выдала 2 цветоноса из своей точки роста. Каждый цветонос на 3 цветочка. В данный момент все цветут. К чему теперь готовиться? Я такого никогда не видела. Наблюдайте. Может быть, она сможет дать еще одну детку, у которой не будет цветоноса из точки роста. Потому что, опять же, цветонос из точки роста, это значит, детка расти дальше не будет. Ну, пока подцветет у вас, видимо. Понаблюдайте. Дождитесь хорошей детки, которая будет растить листики. Тогда ее отсадите, и у вас будет такое новое растение. Жалко, конечно. Ну, вот это могут быть такие гормональные сбои. Мы от этого не застрахованы. Елена Колесникова спрашивает. Специально купила орхидею с цветоносом из точки роста. Ее пришлось реанимировать, все прошло удачно. Начала ждать детку. Но вот она растит уже 3-й цветонос из точки роста. Можно ли ждать от нее и дождаться детку? Ну, все возможно. Вот я вам в прошлый раз показывала, у меня белая орхидея-бабочка, она растила только цветоносы, у нее задействованы, практически задействованы все почки цветовые. Но я же ее тоже не выбрасываю, у нее прекрасные корни. Но может быть случится, что она и даст еще детку. Ну, вот не знаю, буду ждать. Точно так же, как и вы, буду ждать детку. Такая красивая белая бабочка в краб. Очень хочется дождаться от нее детку, но тоже долго жду. Хотелось бы. А всего 1 листик. Но у меня на орхидее больше листиков, но она даже уже желтеть начала листики. Но будем с вами вместе ждать. Вдруг что-нибудь получится. Лидия Кузнецова. Как распознать на пеньке почки, как они выглядят? Лидия, но у меня, к сожалению, нет таких разобранных вообще орхидей. И пеньков-то нет уже, на которых я бы могла показать цветовую почку. Единственное, вот у меня осталась вот эта старая орхидея, которую мы с вами пытаемся омолодить и нарастить ей корни. Но на ней тоже нет. Вот пенек старый, на ней нет ни одной почки. Как объяснить, что такое почка? Вот под этим листом, вот под этим или под любым листом, вот обратите внимание, когда снимаете лист, под этим листом может быть такой маленький, остренький, зелененький, ну, крохотный отросточек. Вот это может быть цветовая почка. Он может быть под любым листом. Но здесь, к сожалению, у этой орхидеи все почки задействованы. Здесь были цветоносы. И только это может быть под листиком. Вот в пазухе листика. И когда снимаете лист, даже желтый лист, все равно там видно эту почку. Вот обратите на это внимание. У меня, к сожалению, нечего показать. Анна Мейер. Елена, скажите, пожалуйста, как узнать, что пенек не может кормить детку?
Может, он умирает и тянет детку за собой? Там корней у пенька почти не видно, а детка растет очень медленно. Но я увидела, что стал пробиваться новый листик. Корешки красивые, у детки она все равно еще очень маленькая. Пока вы не разберете корни, вы не увидите, пропали у мамы корни или нет. Но если у детки есть корни, начинайте удобрять и маму, и детку вместе. И если у детки хорошие корни, если она начнет получать азот, фосфор и калий, одно для роста, другое для роста корней, она быстренько начнет расти, и листики, и корешки продолжат растить свои хорошие. И тогда вы просто, когда она дорастет, ну хотя бы до размера вот такой мини-орхидеи, тогда вы ее можете смело отделить и посадить отдельно от мамы. Мама никогда не тянет детку за собой. У детки свои корни, у мамы свои корни. Мама сколько может кормит эту детку, питает ее корнями, потом просто заканчивает корни свое существование. Но у детки за это время выросли свои корни, и детка начинает питаться своими корнями. Наталья Сергеева. Прошу помочь мне в решении вот такого вопроса. В начале июля на нескольких орхидеях заметила клеща. Не знаю, какой он, не панцирный, это точно. Может, паутинный, но паутину не оставил. Наверняка у вас красный плоский клещ. Трижды обработала все орхидеи с этого стеллажа. Вот очень жалко, что они написали, чем вы обработали трижды. Потому что некоторыми препаратами надо обрабатывать и 4, и 5 раз. Но вот здесь есть еще одно предложение. Меняя поочередно препараты с периодом в 5-7 дней. На всякий случай для профилактики обработала орхидеи с другого подоконника. Все было хорошо, они отцвели, начали наращивать листочки и корешочки. Но потом на некоторых орхидеях опять обнаружился клещ. Вчера снова обработала санмайтом. Конечно, еще проведу повторную обработку. Как быть с подкормками, удобрениями? Нет, когда вы проводите лечение от клещей, то в этот момент не нужно удобрять орхидеи. Если это профилактическая обработка, я ее совмещаю с поливом, желательно без удобрений. Но здесь не важно, это профилактика. Есть на них клещи, нет, здесь не важно. А вот когда вы боретесь с клещом, тогда не нужно делать подкормки. Закончите борьбу с клещами, тогда будете удобрять. Что мне не понравилось в вашем вопросе, знаю, что многие это советуют делать, но я придерживаюсь немножко другого мнения. Меняя поочередно препараты. Мы знаем, что с клещом очень сложно бороться. И вот если я действительно нахожу клеща, тогда я беру один единственный препарат и обрабатываю только этим препаратом. Сейчас объясню почему. Мы знаем, что у клеща очень быстрое привыкание к любому препарату. И вот если вы за эти 3 недели использовали 3 препарата, вот представьте, что клещ, например, не будем вдаваться там в подробности, яйца, личинки, все остальное, клещ привык к 3 препаратам сразу. То есть у него появилась резистентность к этим препаратам. Чем вы в следующий раз будете травить? Я применяю один препарат. Любой, системный, несистемный. Вот какой есть под рукой. Если нашла клеща, отставила орхидею и занимаюсь только с одним препаратом. Первую делаю обработку, на вторую обработку немножко увеличиваю дозу. Но, по крайней мере, у меня идет всего один препарат, и если через 3-4 обработки клещ привык к этому препарату, у меня есть следующий выбор. Если вдруг он опять появился. Но я стараюсь убить клеща до конца. То есть разобраться с ним до основания. Потому что он такой хитрый и приспосабливается очень здорово. Он очень любит залезть орхидею в глубокие пазухи. Вот там отложить свои личинки, яйца. И нет ни одного
препарата, даже карамай, тут хоть они и пишут, что он действует и на яйца клещей, вот на практике нет. Может быть, у нас с японцами какие-то разные условия, погодные, природные. Я не могу судить, вот, как у них там. Может быть, у них это действует. У нас на практике на яйца клещей ни один препарат не действует. И вот для того, чтобы убить всех клещей, надо применять не 3, а 4 обработки, если у вас действительно есть клещ. А 5-ю, просто, знаете, как контрольный выстрел. Но я всегда так делаю, потому что с ними действительно очень сложно бороться. Вот поэтому я делаю системные обработки. Вот поэтому я делаю профилактические обработки обязательно с весны по глубокую осень. Потому что окна открыты, все открыто. Откуда он может взяться? А с букетами, которые нам дарят на день рождения и на все праздники, можно занести клеща, трипсов, все что угодно. Поэтому я всегда говорю, не дарите мне букетов с цветами. Подарите мне лучше растения. С ним я знаю, как справиться. А когда я на розах видела трипса, тоже большое удовольствие получить в подарок вместе с розами трипса или клеща. Вот поэтому я никогда не применяю в обработках сразу 3 препарата. Получите приспосабливаемость ко всем 3 препаратам. Вам придется каким-то из препаратов опять повторить всю вот эту обработку и обязательно убедиться в том, что у вас весь клещ убит. Тогда только можете начинать удобрять свои орхидеи. Желаю, чтобы никто и никогда не сталкивался с этим клещом. Но особенно вот с этим красным плоскотелым клещом. Для меня это самый большой враг. А все остальное мы с успехом побеждаем. Чего и вам желаю. Жду ваших новых вопросов. До новых встреч. Увидимся на канале.